Приветствую всех, на связи журналист Метафайт, Салам Умаров, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Абдул-Малик. Всех приветствую, всех зрителей. 17 мая в Лас-Вегасе в США пройдет турнир UFC Fight Night 256. В главном событии подерутся Гилберт Бернс и Майкл Моралес. И, Салам, по новоиспеченной традиции у тебя спрошу, по десятибалльной шкале сколько дашь турниру? Вот этому турниру я дам реально, ну, там, не больше пяти, наверное. Вот, возвращаясь к прошлому, почему я дал такую высокую оценку этому турниру? Ну, посмотри, проиграл Билал Мухаммад. Как у нас все поменялось вот в индустрии? Илья Тапурия, это Чарльз Оливейра за титул в легком весе. Ислам Махачев оставил титул вакантным, ушел в полусредний вес. Именно поэтому во многом я тот турнир так высоко оценил, потому что я понимал, что он расклады поменяет. Может быть, оставит, но вот получилось так, что он поменял расклады, и теперь еще более интереснее будет нам смотреть турниры, наблюдать за карьерами спортсменов. Поэтому этому турниру я дам, наверное, ну, с 4, наверное, да, я четверку, наверное, по десятибалльной, потому что здесь есть имена интересные, но они не интересны для нас, как для зрителя СНГшного, вот, поэтому, наверное, на этом основе четверка. Там, да, если честно, мало таких имен, это обычный Fight Night, так что не номерной турнир. Начнем с первого боя. Минимальный вес женщины. Ну, так, вкратце пройдемся. Тиша Торрес против Луаны Пинейру. У Пинейра сейчас 3 поражения к ряду. Но, правда, от хороших спортсменок. Это Маккензи Дерн, Табата Ричи, Анджела Хилл. Торрес тоже не идеально идет. Я бы тут выбрал, наверное, Пинейру. Но, опять же, Влад Калугин мне сегодня как раз скинул коэффициенты для конкурса. На Тишу Торрес 1,26 дают, а на Луану 4,06. Это просто кошмарный разрыв. Это кошмарный разрыв, учитывая тот факт, что я, как и многие, наверное, смотрящие нас, не особо там э, плотно следят за женскими боями. Я, наверное, все-таки отдам предпочтение и свой выбор там сделаю вот, в пользу Тиши, потому что, ну, раз есть аналитики, которые этим занимаются, им, наверное, виднее в каком-то смысле. Поэтому я 1,26, вот здесь коэффициент, я на Тишу отдам по-любому. Дальше наилегчайший вес. Парк Хэн Сон против Карлоса Хернандеза. Парк Хэн Сон непобежденный боец. Он выходит из Road to UFC. Ну, на легчайшем весе сейчас очень густо. Там нет бойцов, нет претендентов. Сейчас нужны новые бойцы. Кому отдашь предпочтение? Ему я отдам, во-первых, если я не ошибаюсь, я его бой видел вживую. Он разве не дебютировал в Саудовской Аравии в прошлом году в июне? Это разве не он был? Одну секунду. Потому что я, если не ошибаюсь, вот как раз Road to UFC, он вроде первый бой, вот именно в большом UFC он провел в прошлом году. Сейчас я посмотрю. Одну секундочку. Это 4 февраля. Fight Night Спивак. Нет, я ошибся. Я ошибся. Нет. В 22 году, в 23 году он дебютировал именно вот в UFC. Но я все-таки отдам ему предпочтение, потому что на него коэффициент хороший. Опять же, аналитики, наверное, считают его фаворитом, причем с неплохим таким разрывом, против 2,60 на Эрнандеса. Дальше минимальный вес женщины Элиз Рид против Денис Гомес. Тут, честно, даже не знаю. Вообще никакого мнения даже у меня нет. Ну, опять, Абдулмалик, если мы обратимся к тому, что говорят эксперты, 1,16 против 5,83. Я, честно говоря, не понимаю, как UFC, матчмейкеры UFC сводят бойцов, на которых дают такие, такие вот разные коэффициенты. 1,16 против 5,83. Тут просто убийство от Гомеса должно быть, как Давид Багдасарян говорит, просто победа убийством. По-другому не скажешь. 1,16 реально против 5,83. Поэтому я здесь уверенно ставлю на Гомес. Мгм. Дальше легчайший вес женщины, опять же, Луана Сантос против Тайнары Лисбоа. Ну, Лисбоа 34 года. Наверное, тут Сантос. Наверное, Сантос. И да, наверное, даже не наверное, а точно Сантос, и предпочтение ей дают, и возраст, как я уже сказал, он будет таким, наверное, ключевым фактором у девушек, я думаю. И в прошлый раз, кстати, я то, что тебе говорил, вот касаемо девушек,
практически все, если не там, может, за каким-то редким исключением, прошло именно вот у девушек. И Валя прошла, несмотря на то, что вот она уже такая опытная, скажем так, спортсменка. Вот поэтому здесь тоже даем на Сантос. М. Дальше полулегкий вес. Едиер Дель Валле против Конора Мэтьюса. Не знаю этих парней, ты знаешь, Салам? Не знаю. Ну, опять же, возвращаемся к ситуации, когда UFC сводит ребят, на которых такую просто глобальную разницу дают. 1,17 против 5,58. Это, это небо и земля, что называется. Поэтому на Дель Вале я ставлю. Дальше легкий вес Джаред Гордон против Тиаго Мойтеса. Гордон стал известен многим за счет своего боя, не победы, за счет своего боя с Пэдди Пимблетом. Э, Многие считают, что Гордон выиграл в этом бою. Я Ты так, помню это кстати, ограбление. считаешь? А я помню, что это был очень такой, да, спорный бой и ограбление. Как раз после этого начали говорить о том, что Пимблет проект UFC, его там будут вести, давать удобных соперников и так далее, и так далее. Да, это бой я помню. Я тоже смотрел, но честно не помню, что там происходило. Дерется он с Мойзесом. У Мойзеса черный пояс по БЖЖ. Ну, он почти у всех есть, даже у Паре он есть. Ну, средники такие, средники. Легкого веса. Средники, и вот тут 1,95 против 1,91. Значит, их навыки примерно на одном уровне находятся, по мнению там, аналитиков. Но давай Мойзеса все-таки во многом потому, что, наверное, фамилия известнее и понятнее там нашему зрителю, лично мне. Поэтому я тут отдам предпочтение Мойзесу. Просто потому, что его бои я смотрел чаще, и его имя я слышал чаще. Гордону 36 лет. Это очень много для бойца легкого дивизиона. Дальше тоже легкий вес. Гейб Грин против Матеуса Камило. Камило — это тот самый боец, который, так сказать, преградил дорогу Рапшону Наботову в UFC. Он его победил. Честно, не следил за этим парнем. И Грина. Ну, Грин тоже, не знаю, этого парня 32 года ему. Матеусу 24. Наверное, тут Матеус. Я думаю, так. Тоже, да, я тоже с тобой согласен. Несмотря на то, что я сторонник такой, не знаю, как это теории назвать или что, то, что молодые ребята, 24 года, у него нет мужицкой силы, мощи. Я вот с многими спортсменами, там, с промоутерами общался, и есть такое мнение, что 24-летний парень и 32-летний парень, несмотря на то, что оба профессиональные спортсмены, мужицкая такая мощь, именно сила, она будет на стороне Грина того же, потому что за счет возраста. Но и на Камила дают тут лучший коэффициент, да, 1,47 против 2,81. Поэтому я тоже отдам предпочтение ему. Дальше движемся к основному карду. Полулегкий вес Джулиан Эроса против Милгизеля Косты. Это полулегкий вес, и Росе 35 лет на секундочку. Это много, тоже много. Наверное, Коста. Тоже Коста, потому что в полулегком весе там только один старик есть, скажем так, это у нас чемпион Александр Волконовский, который в свои годы смог. Я не думаю, что это уникум, повторить там успех которого, я не думаю, что в такие годы кто-то сможет. Поэтому да, тут на Косту, предпочтение дадим Косте. Дальше средний вес Дастин Штольцфус против Нурсултана Рузибоева. Рузибоева мы все прекрасно знаем. Это такой высокий парень, хороший кикбоксер. И эти оба парня дрались с одним бойцом недавно в своих последних боях. Зовут его Бруно Феррейра. И Дастин ему проиграл, а Рузибоев выиграл. Я не знаю, имеет ли это какое-то значение, но все-таки, так сказать, дадим этому факту место под солнцем. Э, Наверное, Рузибоев. Наверное, Рузибоев во многом, потому что если мы этот факт учитываем, он все равно в копилку к Рузибоеву. То, что Рузибоев для отечественного зрителя, он ближе, тоже в плюс к ему. И я смотрю вот здесь на разницу в коэффициентах. 1,28 против 3,86. 3,86. Тоже большая разница. Поэтому здесь тоже отдаем предпочтение Рузибоеву.
Дальше легкий вес. Содик Юсуф против Майрона Сантоса. Содик очень редко дерется, почти раз в год. Последний бой он провел на UFC 300, это было чуть больше года назад. И этот факт меня действительно удивляет, потому что UFC 300 как будто это было там, ну, максимум 2 месяца назад. И прям помню, как смотрел, это как-то, не знаю, целый Да, год. я, кстати, после просмотра UFC 300, вот мы с тобой разговор начали вне камеры, о том, что у меня там большой компьютер. После просмотра UFC 300 я себе цель поставил собрать компьютер большой, потому что, ну, я смотрел тоже на двух экранах, там, на компьютере, мне понравилось, и я вот решил, ну, это был апрель 24 года, и UFC 300 запомнился точно уж не выступлением там Юсуфа, да, там, мы понимаем, что там было огромное количество боев, там, имен, которые нам больше запомнились. Давай здесь тоже Сантосу отдадим предпочтение, хотя на них коэффициент практически одинаковый. Полутяжелый вес. Родольфо Беллато против Пола Крейга. Сходу вопрос. Крейг болевым треугольником задушит Беллато. Хотя, ну, я думаю, М, тот сможет хотя бы от этого защититься. Слушай, дело в том, что когда соперники знают примерно, что ты будешь делать, в чем ты хорош, очень много шансов того, что там, оппонент будет просто избегать этого. Просто, ну, безусловно, сидя здесь, наверное, легко говорить, не так сложно попасться там, сложно, точнее, попасться на треугольник, но я думаю, что у Белата получится не допустить, не довести бой до того момента, когда он окажется в такой критической точке, когда придется там ему где-то перетерпеть или постучать. Вот, поэтому давай я дам предпочтение Белата. Во-первых, потому что я на каком-то из турниров, я помню, у Влада Калугина, я на него ставил вроде бы. Вот. И тут разница в коэффициентах просто тоже огромная. 1,21 против 4,82. Такое ощущение, как будто бы у Крейга в арсенале, кроме как сабмишенов, кроме как возможных болевых, ничего нет. И ну, Ну, на так и одних есть болевых ты дали... практически. Ну, Так и есть. получается, что на этих болевых ты далеко не уедешь. До этого болевого еще нужно довести. Поэтому тут я даю Белата предпочтение. Мгм. Дальше главное событие вечера был средний вес. Гилберт Бернс против Майкла Моралеса. Гилберт это уже ветеран, крепкий ветеран UFC. Майкл э, перспективный, молодой, заряженный, мотивированный, может таких кучу прилагательных набросать, но самое главное не протестированный. Как думаешь, он сможет пройти этот тест? Слушай, я думаю, что таких перспективных бойцов, если он такой перспективный, скорее всего, на UFC какую-то ставку, UFC какую-то ставку на него делает. И если они делают такую ставку, значит, они в каком-то смысле уверены в его победе. Опять, Бернс пробитый уже хорошо. Бернс в таких тяжелых поединках побывал. Там, например, того же Чимаева там вспомнить, да, первое, то, что на ум приходит. В таких тяжелых поединках побывал, что драться со свежими, молодыми, перспективными, такими голодными ребятами, наверное, будет все-таки сложно. Сложно. И если Моралес там, сможет навязать свою борьбу, да, там, свой стиль ведения боя, то вообще спокойно. Плюс 6,43 на Бернса. 6,43 это самый большой коэффициент из всего карда. Вот все, что мы с тобой обсудили, самым большим андердогом является Гилберт Бернс. И Майкл Моралес является самым большим фаворитом. Это уже о чем-то да и говорит. Поэтому я ставлю здесь на Моралеса. Ну, Бёрнс, наверное, будет просто бороть и на дистанции держаться. Э, Знаешь как, Абдумалик, от того, что кто-то может бороть, это уже не UFC образца начала десятых годов, и даже UFC не образца там, конца десятых годов, когда тот, кто боролся, у него там автоматически было преимущество. Сейчас очень многие научились защищаться от борьбы. Там, Белала бой последний посмотрим, даже как просто как пример, который вот на прошлой неделе произошел. Вот, поэтому борьба уже, к сожалению, это не панацея от болезней, скажем так. Хотя и в борьбе есть уровни. Но я не думаю, что у Бернса такой уровень борьбы, который позволит ему а, там, 5 раундов, даже не 3, 5 раундов драться вот в таком высоком темпе и еще там в завязках каких-то участвовать. Поэтому Моралес.